Карась может выжить там, где другие рыбы сдаются еще на старте. Его нельзя истребить или почти нельзя. Самая недооцененная рыба в наших водоемах, поэтому прежде чем запустить карася в водоем, 100 раз подумайте. Обычная лужа, минимум кислорода, ледяная зима. Для карася это не проблема. Всем привет, знакомьтесь, герой сегодняшнего нашего дня – карась. Это рыба семейства карповых, отряда карпообразных. Различают два вида карасей – золотой карась и карась серебряный. И казалось бы, все просто и понятно, но если взять их название по латыни, то здесь мы снова заходим в тупик. Серебряный карась называется Карасиус ауратус, что в переводе золотой карась, а золотой карась величается Карасиус карасиус, что в переводе карась обыкновенный. Почему же возникла такая путаница? Итак, разберемся вначале с золотым карасем. По латыни называется карасем обыкновенным, потому что обитал на территории всей Европы и аж до Уральских гор, был распространен во всех водоемах, крупных реках и был единственным массовым видом на этих территориях до прихода серебряного карася. Серебряный же карась называется Карасиус ауратус, что в переводе золотой карась, потому что в 16-18 веках из Китая в Европу его завозили под видом золотых рыбок для аквариумов и элитных водоемов. Но в процессе размножения которых появлялись значительная часть потомства не с золотым окрасом, а серебряных оттенков, которые как отбраковку выбрасывали в обычные водоемы тех мест. Вот этого карася называли золотым по латыни, хотя по факту и по внешнему виду является серебряным карасем. Постепенно из Европы он начал мигрировать на восток, вплоть до Северной Америки. Истинный ареал обитания серебряного карася установить практически невозможно, но в основном это Дальний Восток, притоки бассейна реки Амур, Хуанхэ, Желтая река и Янцзы, территория тех лет Китая и Кореи. Самая массовое расселение серебряного карася происходило начиная с 20-х по 60-е годы прошлого века, то есть в порядке зарыбления прудов, водоемов и рыбных хозяйств. Завозили его для промышленного разведения с Дальнего Востока, поэтому его еще часто называют амурским карасем. Серебряный карась является прародителем золотых рыбок, которых массово начали разводить в Китае и Японии, а сейчас разводят даже аквариумисты по всему миру. И сейчас карась разделяется на два подвида: Карасиус гилберио, простой карась, и Карасиус ауратус, непосредственно золотая рыбка. Еще есть несколько подвидов карася Карасиус ауратус: золотая рыбка, карась-комета и карась-шубункин. Это декоративная форма золотой рыбки, которая в свою очередь была выведена из дикого вида китайского серебряного карася Карасиус ауратус. Золотая рыбка – обычная форма. Происхождение: родина – Китай, более 1000 лет назад. Первое упоминание о разведении золотых рыбок относится к эпохе Тан, 7-10 век. Происходит от серебряного карася Карасиус ауратус, мутантные формы которого имели золотую окраску. В Японии золотых рыбок начали разводить с 13 века, а в Европу они попали в 17 веке. Карась-комета выведен в США в конце 19-го, в начале 20 века. Имеет удлиненное стройное тело и длинный раздвоенный хвост, напоминающий хвост кометы. Отсюда и название. Происходит от обычной золотой рыбки путем селекции. Карась-шубункин выведен в Японии в начале 20 века, примерно 1900-1902 год, селекционером Йосигиро Адзума. Шубункин – это золотая рыбка с телом обычной формы, но с прозрачными чешуйками и пятнистой окраской: голубой, черный, белый, оранжевый, красный. Есть следующие разновидности: лондонский, бристольский и американский шубункин. Отличаются лишь формой тела и хвоста. А теперь возвращаемся к нашему серебряному карасю. Серебряный карась, помимо того, что имеет два выше обозначенных подвида, еще имеет две формы: двуполую форму и однополую форму. Двуполая форма – это диплоидная форма, обычная форма. Эти рыбы размножаются половым путем, производя потомство с участием самцов и самок, где гаметы, сперматозоиды и яйцеклетки имеют гаплоидный набор хромосом N, а после оплодотворения составляет диплоидный зигот 2N. Набор диплоидных хромосом карася составляет около 100-104 хромосом. Точное число зависит от вида. Диплоидные караси встречаются в стадии популяции, имеют стабильный геном. А однополая форма – это триплоидная форма или гиногеническая, где популяция состоит из одних самок, которые могут размножаться без оплодотворения и иметь три набора хромосом 3N. Обычно это около 156 хромосом. Популяции триплоидного карася состоят почти исключительно из самок. Самцы встречаются крайне редко. Вот как раз такая форма серебряного карася заселилась и в наш пруд. И теперь избавиться от него практически невозможно. Из 50 карасей 50 самок и все с икрой. Триплоидные самки размножаются посредством гиногенеза. Они нерестятся с самцами родственных видов, например, золотого карася, карпа, линя,
карася, леща или плотвы. Но сперматозоид не контактирует с ядрами яйцеклетки, а лишь слабо стимулирует их развитие. Но генетический материал сам по себе не оказывает вреда в геноме потомства. В результате потомство состоит из самого себя, генетических царств карасей-матерей. В европейской части континента доля самцов составляет от 5 до 30%, обычно 25% от общей популяции. Чем дальше на восток континента, тем доля самцов популяции становится меньше. И в некоторых водоемах, в особенности северной части востока континента, Якутии на Дальнем Востоке, сплошняком обитают одни самки, то есть фактически клоны когда-то живших пра-пра-пра-матерей, живших тогда карасей. Самцы в воспроизводстве не участвуют в воспроизводстве другие виды рыб. Но есть водоемы, в которых других видов карповых рыб, кроме триплоидного карася, не существует. И ученые до сих пор ломают голову, каким же способом в этом водоеме размножаются триплоидные самки. Есть такая версия, что в тяжелые периоды у них появляются признаки самцов, то есть явление гермафродитизма, но пока это еще не доказано. Как вариант, в таких водоемах все же есть самцы, но в очень малых долях, например, 1 к 80 и еще меньше. Триплоидные караси характеризуются половой зрелостью в течение 1 года, тогда как диплоидные в течение 2-3 лет. Поэтому у нас в пруду карась полладошки, но уже с икрой. Триплоидные гибриды, например, с карпом, демонстрируют более высокую выживаемость на более поздних стадиях жизни по сравнению с диплоидными формами. Триплоидные формы используются для создания стерильных гибридов, таких как караси карповые, которые обладают улучшенными качествами, например, высокой выживаемостью и быстрым ростом, и не угрожают другим видам при выпуске в водоемы. Нерест карася обычно начинается при температуре 14-15 градусов, но оптимальная температура для нереста 17-18 градусов. В наших условиях это приходится на конец мая, начало июня месяца. Но иногда при неблагоприятных погодных условиях нерест растягивается до июля в связи с тем, что нерест у карася порционный. Икра созревает небольшими порциями, поэтому одномоментно не выметывается. После прохождения массового нереста происходит еще несколько стадий нереста, пока икра не выметывается полностью. При совпадении нереста с другими видами карповых рыб, карп, линь, золотой карась, верховка, икра триплоидных самок не оплодотворяется, а стимулируется молоками других карповых. То есть, попадая в икринку, молоки не оплодотворяют икринку, а стимулируют ее для дальнейшего развития. И в потомстве появляются одни триплоидные самки. Перед нерестом те немногочисленные самцы приобретают так называемый брачный наряд. Это не только у карася, а и у всех карповых рыб. Елец, плотва, ясь, лещ, карп. У них на голове появляются белые точки. Такой, скажем себе, физиологический половой признак перед нерестом. Если у рыбы семейства карповых и конкретно у карася есть такие точки на голове, значит это 100% самец. Плодовитость золотого карася, карасиус карасиус, составляет до 250-350 тысяч икринок за сезон. У самок длиной 16 см может быть около 34 тысяч икринок, а у более крупных 19 см до 365 тысяч икринок. Впервые нерестящиеся особы длиной 7-9 см производят от 10 до 100 тысяч икринок. Икра выметывается в 2-3 подхода с общей плодовитостью до 300 тысяч икринок в год. Серебряный карась, карасиус джилберио, плодовитость выше 400 тысяч икринок за сезон. В перенаселенных водоемах с содержанием особей 5-6 см плодовитость может снижаться до 1-5 тысяч икринок, но у крупных самок 18-19 см достигает до 200-400 тысяч икринок. Нерест также порционный, до 3 раз за сезон. Серебряный карась обычно более плодовит, чем золотой, с более высокой плодовитостью до 400 тысяч икринок против 350 тысяч икринок золотого. Однако выживаемость не очень высока, менее 40%, так как большая часть становится пищей для других обитателей водоема. Рост карася в различных водоемах неравномерный. При одном и том же возрасте карась может весить как 150 грамм, так и 1-2 килограмма. Все зависит от условий обитания, его численности и наличия кормовой базы в водоемах. Так, у нас в пруду он не вырастает больше, чем ладошка. Есть водоемы, в которых кормовая база очень маленькая. Дно глиняное, мало ила, мало растительности, а карася очень много. В таких водоемах карась растет очень медленно и называется тугорослым. От площади водоема ничего не зависит. Карась может не расти как в большом водоеме, так и в маленьком. Ну а если в таком водоеме резко сократить численность карася,
путем массового вылова или запуска хищников, то это же оставшийся карась, который выживет на следующий год, дает резкий экспоненциальный рост, так как улучшается кислородный режим и увеличивается кормовая база из расчета на одну особь. По весу, если сравнивать золотого и серебряного карася, изначально золотой карась самый крупный. Золотой карась, Карасиус карасиус, обычно достигает веса 1-2 кг. В альтернативных случаях, при благоприятных условиях, обильный корм, надежная защита, фиксируются экземпляры до 4-5 кг. Например, в Чухломском озере встречались особи 4-5 кг, а в Беларуси был пойман золотой карась весом 5 кг. Серебряный карась, Карасиус джибелио, как правило, мельче золотого, с типичным весом до 1-2 кг. Максимальная масса достигает около 3-4 кг. По данным европейских рыболовных записей, трофейный экземпляр Карасиус джибелио из Германии весил 4 кг 840 грамм. Пойман он был в 2009 году на реке Кохер. Это самый крупный официально задокументированный случай для этого вида в Европе. Серебряный карась растет быстрее, но редко набирает 3 кг в определенных условиях, тогда как золотой чаще достигает трофейных размеров. Караси растут в течение всей своей жизни, но только с возрастом темпы линейного роста резко замедляются. Рыба начинает очень медленно расти в длину и начинает расти в ширину и высоту, попутно набирая половые продукты в качестве икры и молок. То есть, если особь небольшого размера, то в ней меньшее количество икры. И особи более старшего возраста и больших размеров больше икры. То очень много ресурсов питания, которые потребляет рыба, уходят на формирование половых продуктов и на откладку жиромышечной массы. А линейный рост у них сокращается. Максимальная линейная длина карася составляет 45-50 см. Больше они, например, как карп, до метра не растут. Золотой карась, Карасиус карасиус, в среднем живет 10-15 лет, но при хорошем уходе в аквариуме или в пруду может жить до 20 лет. На продолжительность жизни влияет качество воды, температура, питание, отсутствие стресса. Серебряный карась, Карасиус джибелио, в условиях реки, озера живет 8-12 лет. В искусственных водоемах продолжительность жизни может быть чуть меньше, около 60 лет из-за ограниченного пространства и условий. Если караси присутствуют в оптимальных условиях, чистая вода, сбалансированное питание, отсутствие хищников, оба вида могут обеспечивать достижение верхних границ своего жизненного цикла. Золотой карась, Карасиус карасиус, потребляет растительную пищу, поедает воду, мягкие части водных растений, ряска, роголистник, детрит, органические остатки на дне. Потребляет животную пищу, мелкие беспозвоночные, дафнии, циклопы, личинки, насекомые, черви и другие рыбы. Дополнительно может питаться илом, богатой органикой, поэтому зачастую их мясо отдает илам. В условиях аквариума ест сухой корм, хлопья и гранулы. Серебряный карась, Карасиус гибелио, потребляет растительную пищу, аналогичную золотому карасю, водянки, мягкие растения, детрит. Потребляет животную пищу, зоопланктон, бентосные организмы, моллюски, рачки, личинки, комаров, мелкие насекомые. Особенности. Более активный хищник, чем золотой карась, особенно в водоемах с перенаселением. Может поедать икру и мальков другой рыбы. Если взять золотого карася, то он в своей большей части бентофаг. Питается бентосом, донными животными организмами и очень редко употребляет всякого рода траву и водоросли. Он предпочитает червя, мотыль. Растительная пища в его рационе занимает очень маленькую часть по сравнению с серебряным карасем. Серебряный карась – это всеядная рыба. Она ест все, начиная с животной пищи, растительной пищи, микроводорослей, мягких водорослей. Копается в детрите, фильтрует неперегнившие частички растений, планктон. Плотность жаберных тычинок у серебристого карася в 1,5-2 раза выше, чем у золотого карася. Поэтому он может фильтровать планктон, в отличие от золотого карася. То есть серебряный карась – это всеядная рыба. Поэтому, например, весной, когда не началось развитие растительной пищи, он питается животной пищей. По мере увеличения температуры воды, развития микроводорослей и водной растительности, он все больше и больше переходит на растительный рацион. Оба вида неприхотливы и легко адаптируются к различным типам корма. Молоть питается исключительно зоопланктоном, взрослые особи переходят на более разнообразный рацион. Серебряный карась часто проявляет наклонность хищника, особенно в перенаселенных водоемах, где конкуренция за питание выше. Что же касается легенд о большой живучести карася, то это по большей мере относится к серебряному карасю. У золотого карася сверхживучести нет, за исключением низкого порога потребляемого растворенного в воде кислорода, хотя и он уступает серебряному карасю. Серебряный карась потребляет от 1 до 2
мг на литр растворенного в воде кислорода, в то время как золотой карась употребляет от 1,5 до 2,5 мг на литр растворенного в воде кислорода. Серебряный карась, когда спускает пруд, может зарываться в ил на глубину до 70 сантиметров, а если ил мягкий, то он может зарываться и поглубже. Зарываясь в ил, он покрывается слизью, которая полностью его обволакивает, как кокон, создавая вокруг себя влажную среду и упадая в анабиоз с минимальным потреблением растворенного в воде кислорода. Как только в водоем начинает поступать вода, серебряный карась выплывает и выходит из анабиоза, покидая слизистую оболочку. Так он переживает неблагоприятные периоды, подобно африканскому клариевому саму в Африке во время засух. Карась, как и другие виды рыб, имеет свои сезонные миграции. Он может находиться как в прибрежной мелководной зоне, так и уходить на более глубокие места. Но в основном он не любит мигрировать очень далеко, если рассматривать миграцию в глобальных масштабах. Он ведет оседлый образ жизни, перемещаясь группами в облюбованных акваториях и не склонен к длительным миграциям. У него есть зона отдыха и зона кормежки. Вот и вся его миграция. Большей части карась тяготеет к мелководным прибрежным зонам с содержанием водной растительности в качестве укрытия источника питания. На больших глубинах иногда формируются группы особо крупных карасей, которым вольготно, им никто не мешает. Скажем так, они пережили тот период, когда им есть за что бояться. Но эти группы небольшие. Основная масса карася – это прибрежные зоны, в основном до 25-30 метров от берега, с небольшими либо умеренными глубинами и растительностью. Каменистое дно – это не для карася. Ему подавай илистое или глинистое дно, где можно поискать какую-нибудь живность. Поэтому карася очень много скапливается в местах водопоя крупного рогатого скота и людей, где остаются воронки от ног и копыт, в которые он свободно ныряет и ищет себе добычу, вымытую при купании. Если другая рыба из таких мест убегает, то карася такие места наоборот привлекают. Мелководье, в которое заходит на водопой крупный рогатый скот, можно спокойно приходить с удочкой и легко ловить карася, даже руками в норах без удочки. Карп и карась – это виды, которые очень хорошо обучаются. Не будем говорить, что это какой-нибудь интеллект, но у них очень хорошая память и дрессировка. То есть карпа и карася можно очень легко приучить брать корм в одно и то же время, подзывая на какой-нибудь звонкий звук во время кормежки. И карп, и карась на это реагируют. Данное явление похоже на рефлекс Павлова, также известный как условный рефлекс, когда приобретенная реакция организма на определенный стимул, которая развивается в результате многократного сочетания этого стимула с безусловным стимулом, вызывает естественную реакцию. Есть места на водоемах, где рыбаки постоянно рыбачат на запрессованном рыбаками пруду, но карась будет постоянно приходить на кормежку лишь туда, где постоянно сыпется корм. Даже если там не будет рыбаков, карась все равно будет посещать эти места с завидной периодичностью и смотреть, не упало ли что-нибудь питательное в данные места. То есть он запоминает эти места, он запоминает звуки, запоминает шлепки, которые сопровождаются кормежкой. Достаточно просто бросить камень в закормленном месте, и там появится огромная группа карасей, чтобы проверить, что там упало. Они очень хорошо учатся, и с возрастом в прикормленных местах они могут приходить на звук разматывания катушки спиннинга, на звук сигнализатора и другие звуки, которыми сопровождается рыбалка. То есть они регулярно посещают места, где они когда-то регулярно кормились. В незакормленных прудах карась в основном кормится живностью в траве и прибрежных мелководных зонах, предвечернее и предутреннее время. Потом днем он уходит на более глубокие места. По мере восхода солнца он не любит яркую освещенность. Ему необходимо находиться либо в зарослях травы, в тени ветвей деревьев и кустов, склонившихся над водоемами, под листьями кувшинок, либо уйти на глубину, где он отстаивается в спокойной обстановке и переваривает добытую пищу. А на этом все. До скорых встреч в новых видео. Подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии. И пусть всегда рыбалка на карася будет удачной.